Пилоты были очень озадачены, когда их самолет окружила не одна сотня птиц. Экипаж воздушного судна попытались немного сменить курс и избавиться от крылатых созданий, но все было тщетно. Им на смену подлетали все новые и новые особи. Когда люди узнали причину происходящего, то были просто в шоке. Опытные пилоты, капитан Джейкоб и второй пилот Билли, совершали свой очередной рейс гражданской авиации, когда ничего не предвещало беды, а погода была ясной и малооблачной. Вот только через некоторое время после взлета борт по непонятной причине окружила не одна сотня птиц, которые никак не хотели отставать от судна. А когда Джейкоб попытался немного изменить курс, то это ничуть не помогло, и птицы продолжали упорно преследовать самолет. А на смену отстающим подлетали все новые и новые пернатые. Пассажиры, выглянув в иллюминаторы, ужаснулись и не могли поверить своим глазам, так как небо вокруг стало черным и очень мрачным от огромного количества птиц. Опытные пилоты впервые столкнулись с такой ситуацией, и капитану даже показалось, что обезумевшие птицы словно пытаются им что-то сказать и даже направить борт обратно к земле. Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, Джейкоб связался с диспетчерами на земле, которые дали указание немедленно сменить курс на ближайший аэропорт. Пилоты выполнили все инструкции, полученные от диспетчеров, и развернули борт к ближайшему небесному причалу. Вот только упрямые птицы никак не хотели оставлять их в покое, а происходящее стало напоминать жуткое начало апокалипсиса. Это было действительно очень опасно, так как птица, попавшая в один из двигателей самолета, могла бы привести к его поломке, и это могло закончиться настоящей катастрофой. Но, как известно, то, что должно случиться, обязательно случится. Одна из птиц все-таки оказалась между лопастями двигателя, после чего раздался громкий хлопок, а самолет стал очень сильно трястись, и весь экипаж тут же понял, что они только что лишились одного из двигателей. Пассажиры закричали от ужаса и отчаяния, а капитан мгновенно оценил, что на одном двигателе они вряд ли дотянут до аэропорта. К тому же в него также может попасть одна из обезумевших птиц, и тогда им точно конец. Выход был только один – попытаться посадить самолет прямо на морскую гладь, над которой они сейчас пролетали. Даже в таком случае борт, скорее всего, превратится в металлолом, но при удачном раскладе большинство жизней можно будет спасти. Весь экипаж и пассажиры затаили дыхание. К счастью, опытным пилотам удалось осуществить почти невозможное и даже относительно мягко посадить самолет прямо на воду. Экипаж со второй попытки открыл один из эвакуационных выходов, к которому тут же ринулись самые нетерпеливые пассажиры, но тут же пожалели о своем решении, так как людей начали атаковать десятки агрессивных птиц, от которых можно было спастись, лишь избавившись от спасательного жилета и занырнув под воду. Экипаж обратил внимание, что птицы кружат рядом с багажным отделением, по непонятной причине пытаясь туда попасть. К счастью, уже через час подоспели несколько катеров береговой охраны, так как пилоты постоянно держали связь с диспетчерами на земле и сообщили им примерное место посадки борта на воду. Благодаря профессионализму пилотов и спасателей, всех пассажиров самолета удалось спасти, и вскоре на борту никого не осталось. Лишь сотни обезумевших птиц настойчиво кружили вокруг места крушения. Через некоторое время появилось специальное судно, которое должно было отбуксировать довольно хорошо сохранившийся самолет к берегу. Вот только когда матросы попытались зацепить борт тросами, птицы вновь начали вести себя агрессивно и стали нападать на людей. Моряки включили специальные сирены с высокочастотными звуками, которые тут же отпугнули огромную стаю. При этом птицы отказывались улетать и старались держаться на безопасном расстоянии от самолета, который тянул их к себе магнитом. Спустя время появились следователи, которые должны были выяснить причину крушения воздушного судна. Естественно, первыми допросили пилотов, которые рассказали все с самого начала, добавив, что несмотря на их многолетний опыт, такое с ними случилось впервые, и они еще никогда в своей жизни не видели столь одержимых птиц.
По мнению Джейкоба, ответ на эту загадку мог находиться в багажном отделении, куда так настойчиво пыталась попасть стая. Полиция тут же задержала всех пассажиров до выяснения обстоятельств. А спецслужбы проверили их данные и установили, что на борту летел мужчина, недавно вышедший из тюрьмы, который отсидел несколько лет за контрабанду запрещенных веществ и препаратов. Подозрительный мужчина отказался отвечать на все вопросы следователей и продолжал упорно молчать. Поэтому полиция с нетерпением ждала момента, когда самолет отбуксируют к берегу, чтобы проверить содержимое багажного отделения. Когда самолет наконец оказался на берегу, следователи поспешили к нему, попутно отбиваясь от птиц, которые вернулись, как только замолчали сирены отплывших кораблей. Из багажного отделения раздавались какие-то странные звуки, а следователи быстро установили, что они исходили от нескольких больших ящиков. Вскрыв ящики, полицейские ужаснулись, увидев сотни экзотических птиц. Некоторые из птиц, к сожалению, не вынесли перелета, а другие жалобно кричали и находились на грани жизни и смерти. Вскоре выяснилось, что бывший заключенный решил заняться контрабандой экзотических птиц и усыпил их перед тем, как поместить в ящики, а затем с помощью своих сообщников загрузил их в багажное отделение самолета. Вот только несколько десятков птиц очнулись во время полета и громко взывали о помощи. Их свободные собратья услышали этот зов и самоотверженно атаковали самолет, заставив его сесть на воду. Все очевидцы этого происшествия были потрясены невероятно слаженными действиями птиц и готовностью прийти на выручку своим собратьям. А злоумышленник, из-за которого чуть не произошла ужасная трагедия, вновь вернулся за решетку и теперь уже вряд ли когда-нибудь выйдет на свободу.